Плечи рычага 10 см и 30 см. Меньшая сила, действующая на рычаг, 5 ньютонов. Найдите большую силу. Плечи рычага L1 назовем плечо равно 10 см, L2 равно 30 см. Меньшая сила F2 пишем равно 5 ньютонов. Нужно найти силу большую, F1. Подвес в этой точке, рычаг подвешен, в этой точке он подвешен. Одно плечо 30 см, обозначим его, вот это L2, равно 30 см. Второе плечо L1 равно 10 см. Здесь действует сила F2, равна 5 ньютонов. Нужно определить, какая действует сила с этой стороны, F1. Поскольку рычаг уравновешен, находится в состоянии покоя, согласно первого закона Ньютона о том, что равнодействующих сил должна быть равна нулю, мы можем сказать о том, что сумма двух сил и равнодействующая сила они друг друга компенсируют. Если мы перенесем эти силы в эту точку, сложим их, будет равно. Первое условие равновесия и покоя любого рычага – это сумма всех сил должна быть равна нулю. F1 векторный плюс F2 – это будет какая-то равнодействующая сила, будет равна нулю. Ну и кроме того, чтобы рычаг оставался тоже в покое и не вращался, должна быть сумма моментов сил тоже быть равна нулю. Момент первый плюс момент второй векторный должен быть равна нулю. В данном случае момент силы F2, это F2 умножить на L2, можем написать это что? M2 равно F2 умножить на L2, но момент силы F1, который нужно найти, M1, должен быть равен F1, что умножится на L1. Плечи этих сил определены. Почему? Потому что угол между рычагом и силой 90 градусов, и с этой стороны тоже 90 градусов. То есть это считается плечо. Плечо это что? Это перпендикуляр на направление действия силы с точки подвеса. Казалось бы, сантиметры нас не совсем системная единица, но мы пока их трогать не будем переводить. Почему? Потому что мы знаем о том, что момент силы определяется как ньютон умножить на метр. Здесь сантиметры, но мы пока их трогать не будем. Итак, для того, чтобы этот рычаг находился в состоянии покоя и не вращался, необходимо, чтобы момент силы F2 должен быть равен моменту силы F1, который они взаимодействуют друг против друга. Если мы берем точку отсчета, относительно которого действуют эти силы, и силу F2 будем смотреть, что она действует по часовой стрелке, получается, что сила F1 действует против часовой стрелки. Для того, чтобы они друг друга компенсировали, необходимо, чтобы модули этих сил были одинаковы. Мы можем сказать о том, что M1 равно F2. Модули этих сил должны быть одинаковы. Мы знаем, что они противоположны, но величины их по модулю должны быть одинаковы. Так давайте подставим сюда эти значения, раз мы M1 равно M2, можем написать так, что F1, что умножится на L1, должен быть равен F2 умножится на L2. Мы сравним модули этих сил, потому что они должны быть одинаковые. Хотя знаем, что они действуют друг против друга. Итак, отсюда F1 чему равно? F2 умножить на L2 и делить на L1. Подставляем эти значения, которые у нас есть. Пока мы не переводили эти значения сантиметры в метры. Пишем F2 5 ньютонов, множим 30 сантиметров. И что делится на сколько? На 10 сантиметров. Можно было бы переводить, но зачем переводить, если мы можем сантиметры сократить? Мы сократили их, у нас получается вот здесь просто числа 30 деленное на 10. Нолик тоже сократим. И что мы получим? Мы получим 5 ньютонов, что множится на 3. И то мы получили 15 ньютонов. То есть не всегда нужно торопиться перевести в системные единицы в метры, если они где-то там у нас могут сократиться по ходу решения этой задачи. Можно было перевести, но это ничего не играет. Можно 0 целых сюда добавить, метры. Но метры тоже сократились. Видите, получили 15 ньютонов. F1 равно 15 ньютонов. Плечо меньше, зато сила больше. Здесь плечо больше, зато сила меньше. Условия равновесия мы определили. Поскольку это нас меньше волнует, оно уже упорядочено было, нас интересовало именно, как действуют моменты этих сил относительно этой точки рычага.